Его называют турецким Брэдом Питтом, но за улыбкой скрыты боль, кризисы и слухи о конце карьеры. Что заставило Кыванча Татлытуга бежать из Турции и почему от него отворачиваются? История Кыванча берет свое начало на знойном юге Турции, в колоритном городе Адана. Именно там, 27 октября 1983 года, в большой семье на свет появился мальчик, которому суждено было покорить миллионы сердец. С ранних лет он не мечтал о свете софитов. Его главной страстью был баскетбол, и статный юноша подавал огромные надежды в спорте. Однако судьба приготовила ему иной путь. Серьезная травма перечеркнула амбиции, но открыла двери в мир моды, а затем и в кино. Сегодня Кыванчу 42 года. Для актера это возраст зрелости, когда юношеский задор уступает место глубокому драматизму. Время безжалостно меняет внешность и амплуа, заставляя кумира доказывать свою состоятельность. Переход от романтичного красавца к сложным ролям дается нелегко, и каждое его появление на экране вызывает бурные обсуждения. Но именно это испытание временем показывает истинную величину его таланта. За ослепительным блеском софитов и бесконечными съемками всегда скрывалась глубокая потребность в тихом семейном уюте. Кыванч долго искал ту единственную, которая увидит в нем не суперзвезду, а простого, ранимого человека. Его спасательным кругом и настоящей музой стала стилист Башак Дизер. Их свадьба в 2016 году в Париже была скромной, вдали от чужих глаз, так началось строительство их неприступной личной крепости. Но настоящей кульминацией этой истории любви стало долгожданное чудо. В 2022 году на свет появился их сын Курт Эфе. Отцовство полностью перевернуло вселенную Кыванча. Жесткий график и амбиции отошли на второй план, уступив место трепетной заботе о малыше. Актер стал еще более закрытым, яростно оберегая покой своей семьи от назойливых папарацци. Ради того, чтобы видеть первые шаги сына и слышать его смех, он готов пожертвовать любыми выгодными контрактами. Семья стала для него главным смыслом жизни. Невозможно говорить о турецком кинематографе, не вспомнив героев, которых Кыванч воплотил на экране. Его прорыв начался с роли Бехлюля в сериале «Запретная любовь» работы, которая возвела его в статус секс-символа и разбила женские сердца по всему миру. Затем последовал резкий контраст, дерзкий, израненный жизнью Кузи в драме «Кузи Гюней», где актер доказал, что его талант гораздо глубже смазливой внешности. А благородный образ офицера в саге «Курт Сеид» и «Александра навсегда» закрепил мировое признание. Однако у этой феноменальной славы есть и темная сторона. Планка, которую Кыванч установил для себя, невероятно высока. С каждым новым проектом публика ждет шедевра, критики оценивают каждый жест под лупой, а продюсеры требуют стопроцентных рейтингов. Груз колоссальных ожиданий с годами становится тяжелее, превращая каждый выход на площадку в изнурительное испытание на прочность. Эта ноша под силу лишь истинному творцу, готовому отдавать своей профессии душу без остатка. Был период, когда внешний вид Кыванча вызвал настоящую панику среди преданных поклонников. В прессе стали стремительно распространяться пугающие фотографии, на которых всегда крепкий и мужественный актер выглядел до неузнаваемости изможденным. Желтая пресса тут же подхватила волну, породив десятки жутких слухов о страшном и скрытом недуге, который якобы разрушает жизнь звезды. Однако истина оказалась куда более драматичной. Ради роли молодого поэта, угасающего от туберкулеза в глубоком фильме «Сон бабочки», Кыванч пошел на потрясающие жертвы. Он добровольно сбросил более 20 килограммов, доведя свой организм до критической отметки ради безупречного воплощения образа. Эта самоотверженная трансформация стала ярким доказательством его невероятной преданности искусству, но последствия не заставили себя ждать. Жесткие диеты и нервное напряжение сильно подорвали физическое здоровье актера, требуя долгого и сложного восстановления сил. В последнее время имя актера все чаще связывают с громкими скандалами за кулисами. В прессе упорно циркулируют слухи о невероятной строгости Башак Дизер и ее тотальном контроле над каждым шагом супруга. Говорят, что именно из-за ее жгучей ревности многие молодые и перспективные актрисы категорически отказываются сниматься с Кыванчем в романтических сценах. Другие инсайдеры утверждают, что дело не только в жене, но и в самом возрасте актера, якобы партнерши опасаются провальных рейтингов, считая, что кумир уже не в силах вытянуть на себе многосерийный проект. Эти ядовитые разговоры о закате карьеры и угасающей славе, безусловно, глубоко ранят самолюбие артиста, вгоняя его в периоды тяжелого отчаяния. Ощущение того, что индустрия готова списать его со счетов, становится невыносимым бременем.
Каждый новый отказ и каждый сорванный контракт лишь подливают масло в огонь, заставляя Кванча сомневаться в собственном блестящем будущем. Однако все критики и злопыхатели, предрекающие конец его эпохи, жестоко ошибаются. За пеленой грязных сплетен и громких газетных заголовков скрывается настоящий Кванч Татлетуг, человек с огромным добрым сердцем. Далеко не все знают о его масштабной благотворительной деятельности и о том, как он тихо, без привлечения камер, помогает спасать жизни простых людей, оказавшихся в беде. Для миллионов зрителей по всему миру он остается не просто привлекательным лицом с обложки, а символом искренности и невероятного актерского мастерства. Его преданные фанаты знают истинную цену каждой его роли и не верят лживым нападкам прессы. Эта мощная армия поддержки всегда стоит горой за своего кумира, доказывая, что настоящая народная любовь гораздо сильнее любых интриг шоу-бизнеса. Кванч – это эпоха турецкого кино, и его репутация строится не на мимолетных слухах, а на годах упорного, честного труда и потрясающей отдачи своему преданному зрителю. Недавно турецкие издания взорвались от громких заголовков. Журналисты наперебой трубили о том, что Кванч Татлетуг навсегда покидает родную страну и переезжает в Лондон, полностью завершая свою карьеру из-за тяжелого творческого кризиса. Поклонники замерли в ужасе. Неужели эпоха великого мастера действительно подошла к концу? Однако реальность оказалась не такой пугающей, как ее представили охотники за сенсациями. На самом деле актер просто принял мудрое решение взять долгий отпуск, чтобы посвятить это время семье и развитию. Устав от бесконечного давления назойливых папарацци и вмешательства в личную жизнь, Кванч увез супругу и сына подальше от вспышек камер. В столице Великобритании он надеется обрести душевный покой, которого ему так не хватало дома, дать ребенку возможность расти в тишине и просто насладиться жизнью обычного человека вдали от токсичного внимания. Сегодня Кванч Татлетуг переживает, пожалуй, самый важный переломный момент в своей насыщенной жизни. Отойдя от привычной суеты и бесконечных съемочных графиков, он получил драгоценное время для переосмысления своего пути. Миллионы зрителей понимают, насколько тяжело дается бремя славы, и поэтому их безграничная поддержка становится для артиста главной опорой. Фанаты со всех уголков земного шара искренне желают ему крепкого здоровья, неиссякаемых внутренних сил и настоящего творческого возрождения. Мы верим, что этот перерыв станет лишь небольшим многоточием в его блестящей карьере, а не финальной точкой. Ожидание возвращения любимого актера на экраны только подогревает интерес к его персоне. История этого талантливого человека еще далеко не закончена. Вполне возможно, что, отдохнув и набравшись новой энергии, он подарит миру ту самую великую, главную роль всей своей жизни, которая навсегда войдет в золотой фонд мирового кинематографа.